предыдущей серии. Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Павел Сидорик, и это канал о ремонте, отделке и строительстве. Кстати, на моем канале уже 1 миллион подписчиков. Большое спасибо всем зрителям, кто меня смотрит. К этому результату я шел долгих 7 лет. На этом останавливаться не буду. А сегодня очередная серия о строительстве дома. Усаживайтесь поудобней, будет интересно. Поехали! На весь фундамент приклеить вот этот вот гидроизол ушло где-то 2,5 баллона вот такого газа. Он стоит копейки, где-то по 3,5 рубля его, что ли, покупал. Ну, это где-то $1,5. Все приклеилось отлично, помогла еще, конечно, нам жара, но все приклеилась и держится нормально. Трамбовочную машину взяли в прокате. 25 белорусских рублей стоит на сутки. Или 23, не помню, если честно. Уже второй раз берем. Сейчас возьму канистру и сгоняю за бензином 92-м на заправочку. И можно будет приступать уже, вот эти кучи закинем ПГС-а за фундамент и затрамбуем. После этого закажу еще 4 машины, еще 50 кубов ПГС-а. С12 раствор называется. Не раствор, а ПГС. Он вот такой вот обогащенный гравием. Сделали такие площадки для выставление угловых блоков. Это мой бзик. Ребята предлагали сделать на раствор. Просто. Я решил, как отделочник, что все-таки лучше сделать такие вот площадочки. Поставить сюда блоки и уже выставить их по углам. Натянуть шнурки. Тогда у нас получится границы уже будут стен, и мы сможем нормально проложить всю канализацию. Если сразу укладывать на раствор, то получается, что 3 плоскости. Высота, лево, право. А так уже мы одну плоскость исключаем. И уже по сухому можно поставить блок и двигать его туда-сюда, вымерять диагонали. Сделали это все только по углам. Здесь вот они спрятаны под пленкой, потому что жара. Здесь чисто по углам. При заливке фундамента размеры все равно получаются плюс-минус, потому что щиты тяжелые, очень трудно выставить их прямо до миллиметра. И поэтому на общестроительных работах допускают, скажем так, такую погрешность плюс-минус пару сантиметров. А вот когда уже выставляются блоки для возведения коробки по углам, то, соответственно, блоки можно двигать, вымерять диагонали и все размеры и уже добиться, точности, скажем так, несколько миллиметров, плюс-минус 5 миллиметров. Вот для этого мы и заливали эти площадки по углам, по ключевым точкам фундамента, чтобы блоки можно было двигать и выставить прям точный размер коробки. Как происходил процесс заливки этих площадок? Значит, ставлю лазерный уровень на середину фундамента. Так логично, потому что тогда рассеивание луча будет примерно равномерное по всей ленте. Ставлю где-то здесь. Гена застеснялся, сразу убежал. Так, включаем. И прохожу по кругу, смотрю, где у нас самый высокий угол. Для этого беру рулетку.
Меряю, что у нас происходит возле лазера. 13 миллиметров, 13 сантиметров. 12. Этот угол у нас примерно такой же. Это чуть выше, 12,5. Это 12,5, 12,5, 11, 12, 13. Что я не вижу? 13. 12. 12,5. 13. 13. 13. 12,5. 12,5. 12. 12. 12. 12, 12, 12, 12. Самая высокая часть фундамента у нас получается вот то перекрестие. Хотя с большего все в пределах 1 сантиметра. Вот здесь вот 11, да? Угу. И мы поднимем на 10, 9,5, вот так вот. Нормально, нормально. Все. Короче, это вот, грубо говоря, мой уровень будущий. Маяки выставлял по принципу, как это делается для обычной стяжки, по лазерному уровню. Эту работу нужно выполнять вечером в темноте, чтобы было видно лазерный уровень. Так как быстро стемнело, особо снять ничего не получилось. Друзья, в своем проекте по ремонту хрущевки я использовал кухонную технику от компании Gifest. В новом проекте по ремонту новостройки я решил использовать тоже кухонную технику Gifest, потому что она себя хорошо зарекомендовала и за последнее время особо не подорожала, так как не привязана к импорту. Соответственно, производится в Беларуси, а в нынешней ситуации это очень актуально. В моем доме нет газа и по плану должна стоять электрическая плита. В этом случае, на мой взгляд, очень хорошо подходит индукционная варочная панель. Модель Gifest 4232. Это современная индукционная панель общей мощностью 7200 Вт на 4 конфорки со встроенным таймером. Установку панели производил сам, все делал по инструкции. Главное правильно вырезать отверстие в столешнице. Как работает индукционная варочная панель? Управление сенсорное. Выбираете любую конфорку и регулируете мощность. Если на плите нету посуды, то плита не греется. Также есть встроенный таймер. На каждую конфорку отдельный. Принцип работы индукционной варочной панели. За счет электромагнитных излучений тепло передается непосредственно на посуду, то есть на кастрюлю. Сама плита не греется. Вот я могу сюда палец положить и не обжечься. Единственное, что тепло может передаваться от уже нагретой кастрюли к стеклу. А так, сама плита не греется. Можно использовать следующий лайфхак. Если, допустим, жарите что-то жирное, включаете панель. Застилаете пергаментом то место, где будете жарить. Ставите сковородку. У вас, допустим, жарится, что-нибудь, допустим, драники. Все вокруг, масло брызгает вокруг, попадает на бумагу. После того, как приготовили, просто убираете бумагу и выкидываете ее в мусорку. Духовой шкаф Gifest 62204A1 – это современная электрическая духовка, которая позволяет приготовить все, что угодно. По функциям в духовке есть практически все. Основные из них – цветной информационный дисплей с сенсорным управлением, есть автоматические режимы,
а также ручное управление. Проволочные и телескопические направляющие. 3D-подсветка. Объемный нагрев с конвекцией, гриль с конвекцией. Автоблокировка от детей, усиленный нагрев, шашлычница, электрический вертел, поддержание заданной температуры и многое другое. Духовка выглядит стильно и красиво, впишется в любой современный интерьер. На данный момент кухонная техника Gfest – это оптимальный выбор по цене и качеству. Всем рекомендую. На следующий день ребята замешали раствор и стянули эти площадки по маякам. Так как площадь небольшая, на эту работу много времени не ушло. Из-за жары пришлось накрыть бетон пленкой. Сейчас наша задача выработать этот ПГС и сделать разводку канализации. Также ввести воду сюда и электричество. Ну вот завтра, послезавтра будем этим заниматься. На следующий день я взял еще одного помощника. Всего у нас получилось 4 человека. Первый слой ПГСа после заливки фундамента нужно разровнять, так как щиты для ростверка немного закапывались в песок. Разравниваем для того, чтобы все пролить водой и хорошенько утрамбовать виброплитой. Собираем по участку все кучи ПГСа и закидываем в фундамент. ПГС закидывается слоем по 20 см. Разравниваем граблями и хорошо проливаем. После этого 2-3 раза проходим виброплитой, утрамбовывая грунт. Таким образом вырабатываем весь ПГС, который есть на участке, и готовим основание для прокладки канализационных труб. Если вы планируете делать полы по грунту до утрамбовки, основания нужно подойти ответственно, так как плохо утрамбованный грунт в будущем может просесть вместе со стяжкой и коммуникациями. В процессе я еще заказал одну машину ПГСа. Что касается использования техники, то в данном случае нам было ее использовать нецелесообразно, так как нужно утрамбовывать все слоями
И в нашем случае погрузчик бы больше стоял, чем работал. С точки зрения денег, то без техники эта работа получилась дешевле. За 2 дня мы вчетвером раскидали весь ПГС и все утрамбовали. Выровняли основания для прокладки канализации. Так, ну что, начинаем мы раскладывать блоки по углам для того, чтобы словить диагонали и понять, где у нас будут конкретно идти стены. Стены нам нужны, границы стен, для того, чтобы провести канализацию. Потому что если мы не будем знать, где будут стены, то может получиться так, что канализационная труба выйдет в то место, где будет стоять перегородка, потом будет некрасиво. Блоки у нас термокомфорт, керамзитобетон. Вот такой вот они формы. У них есть паз-гребень, и они такие квадратные получаются. В чем проблема? Проблема в том, что при такой форме блока, при таком размере, в углу получается плохая перевязка. Вот сейчас вот ребята продемонстрируют. Дима, поставь, пожалуйста. Ну вот получается, если собрать угол, то перевязка, ну вот тут несколько сантиметров всего лишь. Поэтому мы, ну вот как оно выглядит. Поэтому мы приняли решение на угол пилить блок пополам, сдвигать, чтобы шов был посередине блока. Пилить эти блоки будем болгаркой с пылеотводом. Ну и пылесос я привез, потому что все-таки пыли будет много. Сейчас продемонстрируем, как это происходит. Блок прорезается с 4 сторон, потому что выход на диск, выход всего лишь 6 сантиметров. Поэтому блок прорезается с 4 сторон. Скажу на будущее, что во время кладки блоков коробки мы отработали более простой и точный способ резки этих блоков. Потом покажу. После того, как блок прорезали с 4 сторон, обычным молотком и кувалдочкой он раскалывается на 2 части. Все. Вот. И готовый блок. Эти все образовавшиеся пустоты потом заполнятся пеной при укладке. Может возникнуть вопрос, почему нельзя при прокладке канализации ориентироваться просто по фундаменту. Объясняю, что, во-первых, фундамент не такой ровный, как кажется. Все равно здесь есть допуски. Плюс-минус сантиметр где-то все-таки он ушел, потому что щиты тяжелые, и все это выставлять с точностью до миллиметров очень сложно. Второй момент. Блоки у нас будут укладываться с выходом 5 сантиметров. Ну вот где-то вот так вот. На блоке еще будет 5 сантиметров утепления, и соответственно еще будет утепляться цоколь 5-сантиметровым пенопластом. Поэтому приняли решение изначально выставить блоки по углам, натянуть шнурку и уже от этих границ разметить все перегородки, которые будут в доме. Почему? Потому что нам еще нужно сделать дополнительное усиление в полах по грунту под эти перегородки, проложить канализацию. Ну, в общем, короче, нам нужны эти размеры. Поэтому сейчас как раз таки и занимаемся тем, что выставляем блоки, ловим диагонали, и уже после этого будем прокладывать канализацию, ставить, вводить воду в дом, делать выход канализации к септику
и засыпать полностью фундамент и делать полы по грунту. Полы по грунту лучше, конечно же, делать до стен, потому что, ну, удобней. Если делать уже после возведения стен, могут возникнуть нюансы с удобством, ну, дополнительные трудозатраты. А так, пока еще стен нету, это сделать будет проще всего. Значит, диагонали я не высчитывал, просто я начертил фундамент в программе SketchUp. Там есть функция выставить, показать размер, и ставишь две точки на диагонали, и показывается автоматический размер. Я покажу, как это сделать. Вот точный план фундамента в SketchUp. У меня есть аналогичный кладочный план. Не принципиально, на каком показывать. Есть такая функция «Выставить размер». Ставите точки по углам, и автоматически выставляется размер. Ничего считать не нужно. Соответственно, таким же образом можно посмотреть не только диагонали, а вообще любой размер в проекте. На каждый вид работ, фундамент, кладочный план, канализация я делал отдельный проект в SketchUp. Сейчас ребята режут блоки и разносят все по углам. Дальше все раскладывается на сухую и вымеряется при помощи рулетки. Меряются диагонали и, конечно же, размеры внешних стен, которые у нас запланированы в проекте. С этой работой лучше не спешить, потратить побольше времени, но выставить все четко и ровно, чтобы была правильная геометрия помещений. Также нужно учитывать тот факт, что у нас блок свисает над фундаментом на 5 см. Выставление первого ряда кладки – это самая ответственная часть работы на данном этапе. После того, как блоки находят свое место, они обрисовываются карандашом по основанию и затем уже приклеиваются к основанию на гребенку и раствор. Между собой блоки склеиваются клей-пеной. У меня были остатки церезитовской пены для утеплителя, но накладку я купил специальную пену для блоков. Если бы у нас не было бы сделанных заранее площадок по уровню для блоков, то, соответственно, точно блоки было бы выставлять неудобно, так как помимо диагонали и размеров нужно было еще контролировать высоту. Поэтому я настоял, чтобы сделать опорные площадки для блоков.
'Cause every time you pass me by, I fall in love. I fall in love. All of the things that I wish I could tell you. Every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you. I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love. There's something about you. I wish you were mine. There's something about you. I wish you were mine. I look at you, you make me blind. После того, как были выставлены все внешние блоки, мы замерили все и разметили точное расположение перегородок, которые уже будут внутри дома. Вот план канализации внутренних перегородок, который я начертил в SketchUp. Готовый проект, что у меня есть, я немного корректирую. Затем, по тому плану, который я начертил в SketchUp, начинаем копать траншеи и раскладывать трубы. And I can't get over you. I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you. Every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you. I wish you were mine. And if I only could be. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Продолжение следует. Know you've been a good friend, and that's through the thick and thin.